Господи, не могу. Но я же знаю, зачем ты тыкнул на это видео. Чувак, ты слишком хорни. Давай я сначала расскажу об игре матч-часть, а потом уже приступим к главному блюду. Договорились? Хорошо. А теперь представим, что мы с тобой созерцаем плоды природы, как щебечут птички, как льется водопад, и мы не отвлекаемся на триггеры в нашей голове. Вдох и выдох. Успокоились? Ну ладно, я начну. Marvel Rivals — одна из немногих игр, которые я очень ждал с нетерпением и которая превзошла все мои ожидания. То, что я сейчас скажу, вы, наверное, подумаете, что я объявляю каминг-аут, но нет-нет-нет. Я всем своим сердцем люблю Overwatch. Какой бы она донатной помойкой ни была, я не перестану ее любить, потому что в этой игре есть все, что мне нужно от динамичного шутера. Сама динамика, разные способности у героев, из-за которых результат матча всегда может быть иным, и нормальная графика. Таких игр за все существование Overwatch, считай, почти и не было. Но были жалкие клоны, но Overwatch все равно был на первом месте. И наконец, как заранее подготовленный подарок перед новым 2025 годом, она вышла в релиз. За все это время я наиграл в нее почти 40 часов, и в ней присутствует все то, что я так сильно люблю. Это большое количество персонажей, у которых способности хоть отбавляй, динамичность геймплея и всеми любимый Free-to-play. Как и в Overwatch, в игре получить скины не так уж и легко. Их можно получить в различных ивентах, в Battle Pass, или можете постоянно до посинения копить донатную валюту, хотя сам боевой пропуск в любом случае не окупится в этом плане. А донат внушительно дорогой, я бы даже сказал очень. Геймплей здесь ровно такой же, используешь способности, до ульту прожимаешь, да и вообще в игре есть очень много недостатков, которые портят все впечатление от игры. Но как бы игра только вышла, и я считаю, что ей можно простить некоторые косяки. Как-никак в игре больше плюсов, чем минусов. Говоря по чесноку, Marvel Rivals завлекла меня настолько сильно, как никакая другая игра за последнее время. Потому что в CS мне не интересно играть, Фазмофобия больше теперь похожа на спидран по поиску верного названия призрака, да и если есть какой-то годный сетевой шутер, то он стоит как КамАЗ, а онлайна там и в помине нет. В общем, вы меня поняли. Но ты, мой дорогой дружочек, пришел сюда не за этим красноречием о том, какая игра хорошая. Мы, в принципе, все здесь собрались из-за модов, и сразу же предупрежу, что во время того, как вы кушаете, в процессе просмотра видео, может палиться все обратно наружу. Я вас предупредил. За все время после релиза игры модов появилось настолько много, что глаза разбегаются в разные стороны. От голых скинов персонажей до Оджибуды. Я не директор, бро, я босс. На релизе игра вообще не имела защиту на замену файлов, оттого люди начали буквально сходить с ума от фантазии, лишь бы поиграть за своего любимого персонажа из другой вселенной в своей любимой Marvel Rivals. Патчи появлялись и фиксили все больше и больше способов обхода новой защиты по замене файлов игры. Вообще, на самом деле, разработчики нигде, ни в социальных сетях, ни в правилах игры и нигде в принципе, они не писали о запрете модов на игру. Однако защиту все равно ставят, ну и ладно. Моды, по моему скромному мнению, больше созданы для получения нового экспириенса, либо же для удовлетворения ваших плотских утех. С чего же следует в таком случае начать? Во-первых, если вы совершеннолетний, то могу подсказать один лайфхак. Все мы знаем, где брать моды для игр, это сайт Nexus Mods, для которого обязательным условием будет зарегистрироваться на нем. После регистрации я вам покажу один лайфхак от Трум-Трум, который превращает жалкие 37 страниц с модами в достойные 43. Нажимаем на картинку нашего профиля и переходим на вкладку Site Preferences. После нажимаем на вкладку Content Blocking, где нам дадут выбор: показывать взрослый контент, показывать взрослый контент с размытием или вовсе его скрыть полностью. Тут уже решайте сами. Поздравляю, лайфхак сработал, теперь нам доступны абсолютно все моды на этом сайте. Теперь вопрос, как же их установить? Способов на самом деле было уйму, и большинство из них пофиксили. Бывает, что даже старые моды не работают, но я нашел способ, благодаря которому у вас появится хоть мизерен, но все равно шанс установить хоть какой-то из модов. Разумеется, я не могу не упомянуть, что в игре за эти моды могут забанить, поэтому, ребята, будьте аккуратны и делайте все на свой страх и риск. Заходим в корневую папку игры, у меня такой адрес папки получился, либо же в Steam просто нажимаем кнопочку «Просмотреть локальные файлы игры». Далее заходим в папку Marvel Game, Marvel, Content и в конце заходим в папку Packs. В ней мы создаем еще одну папку, которую называем Mods, строчными буквами. У вас получилось создать папку, в которую последующим образом мы будем загружать моды. Для примера я возьму
возьму мод на замену звука ульты Росомахи. Главным условием, ребята, чтобы в эту папку вы загружали файлы, у которых на конце есть надпись .pack. Если вы будете загружать что-то другое, то ничего работать не будет. А если вы сделали все правильно и ваш мод не работает, значит разработчики мода давно его не обновляли для актуальной версии игры. Не расстраивайтесь так сильно, я прошерстил абсолютно все моды на эту игру, и мне есть что рассказать, а то и даже показать. Все ссылки на моды, которые я покажу, будут, если что, в моем телеграм-канале. Не обессудьте. Первые моды, которые появились на эту игру, в основном были на оптимизацию, потому что игра на релизе даже и сейчас не до конца оптимизирована. Поэтому моды на оптимизацию, как всегда, востребованы. Разумеется, не обошлось без модов категории Nude. В этой игре раздели абсолютно всех: девушку, белку, Хэллу, Сайлок, Халка, Венома, Железного Кулака и так далее. Нюд модов не то чтобы много, но людям точно хватит. Но голый енот Ракета было, мне кажется, большой ошибкой. Или же нет? Поразмыслите об этом в комментариях. Интересно, что за херню вы там напишите? В игру еще можно добавить много разных анимешек, мод на скип заставок после запуска игры, другие вариации скинов. Господи, девушка-белка и так была толстенькая, а в этом моде так она и вовсе... воплощение красоты. Можете превратить акулку в жалкое подобие собаки и по классике жанра добавить CJ вместо зимнего солдата. Oh shit. Here we go. Мне кажется, что с такими модами можно хоть конкурс красоты проводить среди игроков. Бодипозитив, а вы что хотели? Достойные моды тоже, между прочим, имеются. Красивый Пачита из аниме Человек-бензопила на замену акулки Джеффа. Да хоть Дигимона вместо Черной Пантеры замените, правда, кто будет играть с этим модом, большой вопрос. Когда уже сделают мод на Ренамон? Пожалуйста. Для школьников даже специально сделали мод, где ульта Луны Сноу заменяется на скибиди музыку. А может, вы хотите заменить Халка на всемогущего из аниме «Моя геройская академия»? Конечно же, разработчики модов не забыли и про паровозика Томаса, который в игре заменяет груз, который нужно доставить до точки. Есть даже мод на озвучку енота, где он матерится. Благо, разработчик старается и обновляет мод на постоянку, поэтому он работает. Если вы вообще нахер отбиты, просто поставьте мод на скибиди вместо акулы. Абсурдных скинов реально в достатке, давайте я вам покажу любимые или те, которые мне больше всего понравились. Скин Рейвен из Fortnite на героя Сайлок. И моделька сделана реально качественно, разрабу отдельное спасибо. Да и Рейвен оказалась вполне привлекательной личностью, между прочим. Про голову енота я уже говорил, но у него есть две версии, где он просто жирный и со своим агрегатом, а есть где он только с агрегатом. Даже разные версии есть, где у него собачий или человеческий. Живите с ним, короче. Или можете заменить Ракету на Стича, Росомаху на Фокси из ФНАФа, или Магнета на Джимена из Half-Life Alyx. О, наконец, я так долго ждал этой коллаборации. Капитан Америка и WhatsApp. Ура! Если хотите мигом оказаться в детдоме, просто покажите вашей маме, что вы установили данный мод. Ну а для настоящих парней есть скин Билла из Beastars на Черную Пантеру. Опечалили, что он, конечно, не голый, но трусы все равно зачетные. WhatsApp, Гарфилд. Еще раз посмотрим на эту ослепительную красоту Луны Сноу. А если вы не подпишетесь на мой канал, то за вами ночью придет этот Веном вот с такущей елдой. Подписались? Нет? А, я вас понял. Озабоченные. Одним из моих любимых модов оказался мод, который заменяет ульту девушки-белки на песню из мультсериала «Финис и Ферб». Это просто белка в штанах. Не в крысах, дело не в муравьях. Это просто белка в штанах. Вся ситуация очень проста. Грызун в штанах и танцуешь, как я. Посмотрите вы, как танцую я. Если вы имеете IQ выше 150, то к вашему вниманию представляю мод, который заменит заставку после запуска игры на Blizzard Entertainment. Есть еще Мирко из той же МГА, и даже голая версия ее есть, но нарисована она очень плохо. Да хоть оружие меняй в игре, замени молот Тора на акулу. А для любителей Лиги Легенд есть скин на Ари, на Алую Ведьму. Скелет из Майнкрафта вместо соколиного глаза. Они даже чайки вместо енота добавили. Больные ублюдки.
А вот скин голой лягушки на Psylocke, вот это мы одобряем, конечно же. Я понимаю, что многие люди не любят фурии, они их ненавидят, они готовы хоть выколить себе все глаза, лишь бы не смотреть на антропоморфных животных. Но мимо этого я пройти не мог. Если вы хотите поиграть в эту игру одной рукой, пока другой теребите свою фасолинку, то любите жаловать фури скин на черную вдову. Скин на звездного лорда в виде динозаврика или кто это. Примером хорошего мода является мод, который заменяет платный скин женщины-невидимки на Луну из адского босса. Скин просто восхитительный и очень проработанный. Но, как я уже и сказал, мод работает только на платный скин, который придется покупать за свои гроши или копить копейки. Рано или поздно этот скин вы себе все же заимеете. И про протогенов чуть не забыл на Звездного Лорда. Как бы разработчики не боролись с модами, продолжаться это будет долго до тех пор, пока они не создадут идеальную защиту против замены файлов. И, конечно же, баны добавят за это. Тогда у людей точно отпадет желание делать моды. Все моды, которые вы видели в этом ролике, будут у меня в телеграм-канале. На этом все.